12 тысяч лет назад уровень Мирового океана был на 120 метров ниже нынешнего. Территория, которая сейчас скрыта под водой, по площади превышает современную Европу. Все то, что стояло на этих берегах, города, дороги, храмы, вся чья-то история, лежит сейчас на морском дне. И мы только начинаем это проверять. Именно в этот период, в один день и одну ночь, как написал Платон, погибла Атлантида. Сегодня мы не будем спорить, была она или нет. Мы зайдем с другой стороны. Представьте, катаклизм не случился. Атлантида выжила и продолжала развиваться. Еще 11 тысяч лет до наших дней. Каким был бы этот мир? Платон написал об Атлантиде около 360 года до нашей эры в двух диалогах «Тимей» и «Критий». Не в поэзии, не в развлекательном мифе. В строгих философских текстах, рядом с математикой, космологией и политической теорией. Это его поздние работы, написанные в конце жизни, когда он был на вершине своей репутации. Он предельно конкретен. Атлантида находилась за Геркулесовыми столпами, то есть за Гибралтарским проливом в Атлантическом океане. Ее площадь превышала Ливию и Азию вместе взятые. Погибла за 9 тысяч лет до Платона, то есть примерно 11 тысяч лет назад от нас. В один день и одну ночь ушла под воду. Источник, не его фантазия. Платон прямо называет цепочку. Греческий законодатель Солон, реальный исторический человек, один из 7 мудрецов Греции, посетил Египет около 600 года до нашей эры. В городе Саис египетские жрецы показали ему записи на колоннах своего храма и рассказали об этой державе. Солон все записал. Через несколько поколений запись дошла до Платона. Официальная наука отвечает коротко – аллегория. Литературный прием. Платон придумал идеальное государство, чтобы показать, что бывает с цивилизацией, пораженной гордыней. Никакой Атлантиды не было, но вот вопрос, который не дает покоя. Платон – один из самых точных мыслителей в истории. В том же Тимее он описывает математику, геометрию, природу времени. И все это проверяемо, все логично. Зачем человеку такой интеллектуальной строгости вставлять в серьезный политический текст чистую выдумку с конкретными координатами, размерами в цифрах, датой гибели и ссылкой на реального исторического человека? Так не делается художественная литература, так составляется исторический источник, может не выдумку. Тогда встает другой вопрос: что было бы, если бы эта цивилизация не погибла? В этом видео мы идем за реальными фактами, конкретными именами, датами, открытиями. И в конце вы сами решите, случайность это или нет. Давайте начнем с того, что Платон написал на самом деле. Не пересказы, не краткие изложения, именно детали, потому что детали делают эту историю по-настоящему неудобной для тех, кто хочет ее просто отмахнуться. Столица Атлантиды была построена на острове диаметром около 9 километров. Он был окружен концентрическими кольцами, чередующиеся полосы суши и воды, 3 водных кольца и 2 земляных. Ширина только одного водного кольца – около 550 метров. По каналам, соединявшим кольца, военные корабли могли проходить от открытого моря прямо к центральному дворцу. Это не поэтический образ, это инженерное описание. Сам дворец был покрыт обшивкой из 3 металлов – золота, серебра и орехалка, загадочного сплава, который Платон описывает как сверкающий подобно огню и добывавшийся только на Атлантиде. В 2015 году с дна Сицилийского пролива подняли 29 слитков бронзового века. Итальянские исследователи из Мессинского университета установили, это медно-цинковый сплав с примесями никеля, то есть, возможно, тот самый орехалк. Прямого доказательства это не дает, но оно говорит, такой металл существовал в реальности. Армия Атлантиды по Платону насчитывала 10 тысяч боевых колесниц, 1200 военных кораблей и сотни тысяч пехотинцев. Государство было конфедеративным, 10 царей, потомков бога Посейдона. Раз в несколько лет собирались на священный совет, приносили в жертву быка и принимали общие решения. Это не сказочный нарратив, это описание политической системы. Что официальная наука делает с этим текстом?
Британский специалист по Платону Кристофер Гилл в 1993 году опубликовал детальный анализ структуры обоих диалогов. Его вывод – история слишком симметрична, слишком правильна по форме. Это признак авторского замысла, а не хроники реального события. Платон был мастером создавать убедительные притчи, и Атлантида – именно притча. Американский антрополог и скептик Кеннет Федер в книге «Фальшивки, мифы и загадки» 1991 года ставит точку коротко. Нет ни одного независимого исторического или археологического свидетельства существования Атлантиды. Ни одного. Часть академических ученых предлагает промежуточную версию. Греческий сейсмолог Ангелос Галанопулос в 1960 году выдвинул так называемую Минойскую теорию. Атлантида – это минойская цивилизация, уничтоженная грандиозным извержением вулкана Санторини около 1620 года до нашей эры. Взрыв был реальным и колоссальным, в 4 раза мощнее Кракатау. Цунами достигало 50 метров и нанесло смертельный удар минойской цивилизации на Крите. А цифра 9000 лет – просто ошибка перевода. Египтяне считали в лунных месяцах, которые Солон принял за годы. Делим на 12, получаем 750. Примерно столько лет и разделяла гибель минойской цивилизации и время Солона. Умная версия, но с одной неустранимой проблемой. Платон прямо пишет «Атлантида» за Геркулесовыми столпами в Атлантическом океане. Санторини находится в Эгейском море, с противоположной стороны от Гибралтара. Это разные океаны. Кроме того, остров Крит имеет площадь около 8300 квадратных километров. Он никак не больше Ливии и Азии вместе взятых. Официальная наука это признает и на этом останавливается. Либо выдумка, либо преувеличение. И искать дальше незачем. В 1994 году немецкий археолог Клаус Шмидт начал раскопки на холме Гёбекли-Тепе на юго-востоке Турции, в провинции Шанлыурфа. До него здесь в 1963 году уже работала американская разведочная группа и записала: «Следы средневекового кладбища, ничего интересного». Шмидт решил проверить сам. Под поверхностью холма он нашел каменные колонны Т-образной формы, высотой до 6 метров и весом до 50 тонн каждая. Они стояли кольцами по 8-12 штук, ориентированными по сторонам горизонта с поразительной точностью. Поверхности колонн были покрыты рельефами: лисицы, змеи, леопарды, скорпионы, утки, кабаны. На некоторых стилизованные человеческие руки, опущенные вдоль тела, что позволяет думать. Колонны изображают антропоморфных существ, богов или предков. Радиоуглеродное датирование, проведенное несколько раз, в разных лабораториях, показало одно и то же – от 9500 до 8000 лет до нашей эры, 12 тысяч лет назад, на 7000 лет старше Стоунхенджа, на 8000 лет старше египетских пирамид. Проблема для официальной истории вот в чем. По всей принятой хронологии, 12 тысяч лет назад люди в Анатолии были охотниками-собирателями. Без постоянных поселений, без земледелия, без разделения труда. Но строительство Гёбекли-Тепе требовало сотен рабочих, которых кто-то должен был кормить во время строительства. Инструментов для обработки твердого известняка, системы блоков или рычагов для подъема 50-тонных колонн и, самое главное, архитектурного проекта с астрономической ориентацией. Это невозможно без организованного государства, без разделения функций, без кого-то, кто управляет, кто кормит, кто строит. Шмидт написал об этом прямо в журнале Current Anthropology в 2001 году. Это меняет все. Если это место существует, значит наши представления о начале цивилизации в корне неверны. Шмидт умер в 2014-м. По оценкам его команды, раскопано лишь 5% комплекса. 95% до сих пор под землей. И еще одна деталь. Около 8000 лет до нашей эры жители Гёбекли-Тепе намеренно засыпали весь комплекс землей, аккуратно, полностью. Мы не знаем зачем, но это был осознанный и трудоемкий акт, незабвения. Но это еще не все. В 1991 году профессор Бостонского университета, геолог Роберт Шох, приехал в Египет. Не как турист, как специалист по эрозии горных пород. Он внимательно изучил поверхность тела сфинкса, не скульптуру, не стиль, именно фактуру камня.
и увидел узор эрозии на теле, вертикальные борозды и волнообразные углубления. Это не след ветра и песка, это след воды. Сильных многолетних дождевых потоков, которые стекали по вертикальной поверхности снова и снова. Проблема вот в чем. Египет имел влажный климат с обильными дождями примерно до 5000 лет до нашей эры. После – сухой климат, почти такой же, как сейчас. Официальная дата строительства сфинкса – около 2500 года до нашей эры. Но если эрозия вызвана дождями, а в 2500 году в Египте дождей почти не было, значит, сфинкс старше. Намного старше, Шох говорит. Возможно, 7-10 тысяч лет. В 1991 году он представил эту гипотезу на съезде Геологического общества Америки. Геологи, специалисты именно по эрозии, приняли ее с интересом. Египтологи отвергли яростно. Потому что если Шох прав, то в районе Египта или рядом с ним существовала цивилизация, создавшая монументальные сооружения за тысячи лет до начала официальной египетской истории. И третий факт, возможно, самый важный. В 2007 году в Proceedings of the National Academy of Sciences, одном из наиболее авторитетных рецензируемых научных журналов мира, физик Ричард Файерстоун из Ливерморской национальной лаборатории и еще 17 соавторов из разных университетов опубликовали статью. Тема. Около 10900 года до нашей эры Земля столкнулась с фрагментами распавшейся кометы. Взрывы в атмосфере и прямые удары вызвали глобальные пожары, резкое изменение климата и катастрофическое таяние ледников. Уровень Мирового океана начал стремительно подниматься. Доказательства, которые нашла группа – тонкий слой наноалмазов, иридия и шариков расплавленного стекла, космической подписи, в геологических пластах именно этого периода, на 4 континентах, на более чем 50 объектах по всему миру. Наноалмазы образуются только при экстремальном давлении, как при ударе метеорита. Природными процессами их не объяснить. Это прямо совпадает с датой Платона, с точностью до нескольких столетий. Если удар был реальным, тогда гибель прибрежной цивилизации 11 тысяч лет назад. Не поэзия, это физика. Но где ее следы, где ее города? А теперь самое интересное. Вот факт, с которого надо начинать любой серьезный разговор об Атлантиде. В конце последнего ледникового периода, примерно с 12 тысяч до 8 тысяч лет назад, уровень Мирового океана поднялся на 120 метров. Это не преувеличение. Это установленный геологический факт, подтвержденный тысячами измерений, морских кирнов, береговых отложений, ледяных кирнов из Антарктиды. 120 метров – это высота 40-этажного здания. За несколько тысяч лет под воду ушли территории суммарно больше Европы. Побережье Персидского залива – суша. Значительные районы вокруг Индии – суша. Суматра, Ява и Борнео – единый полуостров. Огромный шельф у берегов Атлантики – суша или мелководье. Если цивилизация той эпохи строила города там, где удобнее всего, на побережье, у рек, у теплых морей, то ее следы сегодня на глубине от 50 до 120 метров. Мы только начинаем туда смотреть с помощью высокоточных сонаров и подводных дронов. И вот что мы находим. Первое. Остров Йонагуни, Япония. 1987 год. Местный инструктор по дайвингу Кихатиро Аратаки во время погружения у южного берега острова обнаружил на глубине от 5 до 27 метров огромные каменные террасы с прямыми краями, прямыми углами и правильными уступами. Японский геолог Масааки Кимура из университета Рюкю провел здесь сотни погружений и в 1999 году опубликовал исследование в рецензируемом журнале Marine Geology. Он зафиксировал горизонтальные дорожки, правильные ступени, уступы, прямоугольные колодцы и нечто похожее на арку. Его вывод – искусственная структура или природная, значительно измененная людьми. Официальная позиция – природный бич-рок. Но никто не оспаривает главное. Когда уровень океана был ниже на 27 метров, эта структура находилась на суше, а это около 80 тысяч лет назад. Второе. Дорога Бимини, Багамы, 1968 год. Двое летчиков, Роберт Браш и Триг Адамс, заметили с воздуха темную полосу на дне мелководья.
Под водой оказался ряд из прямоугольных каменных блоков длиной около 800 метров, уложенных в два слоя. Антрополог Манусон Валентайн, осмотревший находку лично, заявил: «Это явно искусственное сооружение». Официальный ответ – природный береговой известняк. Возможно, но береговой известняк обычно располагается параллельно берегу, а дорога Бимини идет под углом, и двойной слой нетипичен для природных процессов. Дорога Бимини уходила под воду около 10 тысяч лет назад. Третье и самое весомое. Залив Хамбат, северо-запад Индии, 2001 год. Индийский национальный институт океанологии проводил плановое сонарное обследование дна. На глубине 40 метров четкие прямоугольные структуры по обоим берегам древнего подводного русла реки. Длина одной около 900 метров. Со дна подняли образцы, фрагменты обожженной глины, дерева. Радиоуглеродный анализ дал дату – около 9500 лет назад. На 7000 лет старше Мохенджо-Даро, который до этого считался одним из древнейших городов Южной Азии. Находку объявили официально, СМИ кратко сообщили, и тишина. Масштабных раскопок так и не провели. Британский независимый исследователь Грэм Хэнкок, участвовавший в погружениях в заливе Хамбат и описавший находку в книге «Боги-призраки» в 2005 году, высказал то, о чем многие думают. Если эти структуры подтвердятся, потребуется полная переписка истории цивилизации, а это очень неудобно. 3 объекта, 3 разных уголка мира: Япония, Карибское море, Индия. Все трое сейчас под водой. Все трое ушли под воду в тот самый период, о котором говорит Платон. Официальная наука предпочитает не замечать этот паттерн. Но есть еще один вид следов. Он находится не на дне, а внутри нас самих. Если такая цивилизация существовала и погибла, часть людей выжила. Рассеялась по миру, принесла с собой знания, мифы, ДНК. И вот что говорят об этом разные науки. Генетика. В 1993 году американские генетики обнаружили у коренных народов Северной Америки – алганкинов, аджибве, сиу, наваха, гаплогруппу X2. Она встречается также в Европе и на Ближнем Востоке. Но в Сибири, откуда по официальной версии пришли все предки коренных американцев через Берингов пролив, она практически отсутствует, как ДНК перемахнула из Европы или Ближнего Востока в Северную Америку, полностью минуя Сибирь. Генетик Майкл Браун и его коллеги в 1998 году предложили версию: был прямой контакт через Северную Атлантику задолго до Колумба, возможно, 11-12 тысяч лет назад. Мифы, истории о Великом потопе зафиксированы более чем в 260 культурах по всему миру, и это задокументированный антропологический факт. Месопотамский Утнапиштим в эпосе о Гильгамеше, индийский Ману, предупрежденный рыбой, греческий Девкалион, майяский Попол-Vuh. Племена Океании, Китай, коренные народы Северной и Южной Америки, народы Африки и Арктики. Одна и та же история. Мир затопило, немногие выжили, они стали предками нынешнего человечества. У народов, которые никогда не контактировали между собой. Это не совпадение нарративов, это коллективная память о реальном событии – земледелие. По академической хронологии оно появилось независимо, в нескольких регионах почти одновременно, на Ближнем Востоке, в Китае, в Центральной Америке. Все очаги датируются после Младшего Дриаса, после предполагаемой катастрофы. До нее земледелия нигде не было, после оно вдруг возникло везде и сразу. Грэм Хэнкок в «Магах богов» в 2015 году задает вопрос, что если земледелие не изобреталось независимо, а было принесено выжившими? Что если боги из мифологии Осирис, Кецалькаатль, Ману были реальными людьми с реальными агрономическими знаниями? Это гипотеза. Но факты, которые она объясняет, реальны. Итак, все вместе. Гёбекли Тепи доказывает, 12 тысяч лет назад существовали люди с государственной организацией. Роберт Шох предполагает, сфинкс мог быть создан 70 тысяч лет назад. Файерстоун и его коллеги опубликовали в рецензируемом журнале. Около 10900 года до нашей эры произошла космическая катастрофа. Уровень океана поднялся на 120 метров и скрыл территории больше Европы. На дне – Йонагуни, дорога Бимини, структуры залива Хамбат возрастом 9500 лет в ДНК.
Аномалия, которая не объясняется через Берингов пролив. В мифах 260 культур одна и та же история о потопе. Это не одно доказательство, это паттерн. И теперь главный вопрос этого видео. Что было бы, если бы катастрофа не случилась? Давайте опираться на реальные данные о прогрессе. В 1803 году создан первый паровой автомобиль, в 1903 – первый самолет, в 1969 люди ступили на Луну. 166 лет от пара до Луны. Возьмем цивилизацию, уже обладавшую металлургией, мореходством, архитектурой и государственным управлением, и дадим ей 11 тысяч лет непрерывного развития. Без потери знаний, без темных веков. Без необходимости каждый раз заново изобретать колесо, потому что предыдущая цивилизация рухнула. 11 тысяч лет – это в 66 раз больше, чем весь путь от парового котла до лунной программы. Что находится в 66 таких шагах вперед, у нас нет слов, потому что нет понятий. Но вот что реально и по-настоящему горько. Если такая цивилизация существовала и погибла в один день, человечество потеряло не дворцы и корабли. Мы потеряли тысячи лет накопленного опыта, медицины, агрономии, математики, понимания мира. Мы начали с нуля. Снова. И поэтому мы в 2026 году только разбираемся в ДНК и квантовой физике, вместо того, чтобы делать это уже давным-давно. Я не знаю, существовала ли Атлантида именно такой, какой ее описывал Платон, никто не знает. Но я знаю, 12 тысяч лет назад что-то произошло, большое и катастрофическое. Огромные территории ушли под воду, и мы только начинаем туда смотреть. Может быть, там ничего нет, может быть, там все. Напишите в комментариях, что из этого видео зацепило вас сильнее всего. Гёбекли Тепе, подводные структуры, одна история о потопе в 260 культурах, или мысль о том, что мы могли бы быть сейчас совсем другими. И один личный вопрос. Если бы вы могли спросить одно у человека из той исчезнувшей цивилизации, что бы это было?